Всем привет, YouTube канал Польза.нет, и это Redmi Note 14 5G. Мы идем его топить, притом я меньше его боюсь топить, чем боялся топить Nubia Z70 Ultra, и я ее не топил, хотя там IP68, а здесь есть и мини-джек, и это IP64, и так делать, разумеется, не стоит. Но это вам не затаежешь. К слову, у меня версия на 256 гигабайт, так что это эксперимент не на 15 тысяч рублей, а где-то на 20 с копейками. Ну, понеслась, буквально 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Пока не погиб, расскажу в ролике, если погибнет, или в своей личной телеге. Смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам об одном из этих редмиков. И да, я купил их 4 штуки. Я сейчас вам примерно с самого начала расскажу, в чем здесь смысл. Это 14 Pro Plus. Его я обозревал в китайской версии, там был телевик, сейчас его нет. Это верхний элемент линейки. На него будет обзор через пару дней. Это Redmi Note 14 Pro 5G. На него уже был обзор на канале, посмотрите, он был вчера. Ну, сомнительное тоже приобретение. Это два самых ультрабюджетных устройства. Это Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 5G. Вот о Redmi Note 14 5G я сегодня не буду рассказывать. И по иерархии самый дешевый Redmi Note 14 4G, чуть-чуть дороже Redmi Note 14 5G. Чем они вам и мне интересны? В первую очередь тем, что можно сказать, что покафоны, которые там M6 Pro, M6, и сейчас будет M7, M7 Pro, в принципе съели редмики. Но это не совсем так, потому что если смотреть на продажи в магазинах, это дело рулит. И большинство наших знакомых, кто не смотрит технообзоры, скорее всего будут вот это дело там и приобретать, и кто-то из нас тоже. Почему? Потому что здесь в принципе есть все. Здесь и стерео завезли, и мини-джек здесь есть, и инфракрасный порт, и прямой экран, и Type-C-шник для зарядки, и 440 тысяч баллов в Antutu. В принципе, неплохо, говорю. Мы уже гоняли его на канале для стримов. Посмотрите, в течение часа PUBG он в принципе кое-как вывозил. По поводу фотографий, если вы будете делать эти фотографии днем, даже на это устройство все будет неплохо. По поводу съемки, да, 1080p 30 fps, но здесь есть а-ля оптическая стабилизация. Посмотрите, в принципе, его хватит. И самое странное для меня лично, что учитывая внутреннюю память, которая могла бы быть и побыстрее, оперативка, он довольно шустро работает. То есть здесь есть что обозревать. И 120 Гц экрана, и яркость больше 1000 люксов. А учитывая, как на Redmi обычно дропаются цены, то есть они падают в то время, когда они смотрят, что их не продать, потому что, допустим, еще продается Poco M6 Pro, сегодня идет распродажа, за 15 я его видел. То есть это, по идее, ну чуть-чуть должно быть дороже. Так что ориентируемся, ждем, смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в плотной коробке с названием, краткими характеристиками и изображением модели. Упаковка, как всегда, у Xiaomi обыкновенная. В комплекте сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство, блок питания на 45 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения гибридного слота под 2 сим-карты или карту памяти и симку. Вес смартфона составляет 192 грамма, габариты 163 на 76 на 11,5 мм вместе с блоком камер. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Когда они у меня кончатся, буду Poco X7 Pro разыгрывать. Их тоже уже закупил несколько штук. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, на телеграм-канал скидок по ссылке в описании, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов к любому из роликов, и либо в этом комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. И вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смартфону. Начнем. В продаже есть черная, зеленая и фиолетовая расцветка данной модели. Внешне смартфон такой же, как и в китайской версии, обзор на которую был 3 месяца назад. Рамки у смартфона пластиковые, как и тыльная часть. Собрана модель в целом хорошо, ко всему смартфон имеет стандарт защиты IP64. По удобству Note 14 5G мне больше нравится, чем модель Note 14 Pro 5G, потому что грани здесь прямые, с минимально закругленными краями. Кстати, люфта у кнопок нет вообще практически. На корпусе расположены кнопки
коробка питания, качели регулировки громкости, ИК-порт, плюс еще и мини-джек на 3,5 мм, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Xiaomi Sound. Качество звука среднее, перекос по громкости между динамиками, разумеется, в наличии, но в настройках есть предустановки звучания и даже кастомный эквалайзер, за что плюс. Вибромотор максимально дешевый и хорошо, что можно хоть как-то настроить силу вибрации. Летим дальше. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 5 версии. Плотность пикселей 395 ppi, абсолютно адекватный, экран поддерживает HDR10+, и имеет цветовой охват 100% DCI-P3. Always On Display в наличии, но только 10-секундный. Ну как же, как они будут продавать тогда старшие линейки, правильно? Яркость экрана, по моим тестам, в пике 1700 люксов, с режимом повышенной яркости 700-900 люксов. В игре PUBG, когда играл целый час, яркость держалась на 700 люксов, это хорошо. В общем, чаще вы видите в максималке просто 800 люксов. Функция автоматической регулировки яркости здесь работает корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц. А в настройках можно выбрать динамический режим или настроить частоту отдельно для каждого приложения. Разумеется, никакого LTPO здесь нет. Частота дискретизации касания 240 Гц, сенсорный отклик не лучший, но экран довольно быстро откликается на 10 касаний одновременно. Первые 20 минут даже в PUBG играть нормально. С другой стороны, у меня было 2 катки, повторяюсь, на канале для стримов, можете посмотреть. Кое-как его хватает, в принципе. Регулировка шим 960 Гц, показатели шима в одном случае выше 15% не поднимаются, а в другом случае, если ты на А измерять, то там все 40, но опять же на тех режимах, которые вы редко будете использовать. Система безопасности оснащена, разумеется, функцией распознавания лиц, стандартные способы разблокировки — это графический ключ, пароль и сканер отпечатков пальцев. Он здесь внедрен под экран, за что плюс, так как в китайской версии сканер был в кнопке, хочу отметить. Притом он отрабатывает нормально, завести можно, правда, 5 раз один и тот же отпечаток пальца, кому-то это дело нравится. И биометрические данные можно завести, разумеется, до 2 лиц. Работают данные способы разблокировки без нареканий, но, разумеется, все в пределах нормы и ценовой категории. Процессор здесь MediaTek Dimensity 7025 Ultra с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,5 ГГц, графический процессор AMD BXM 8256, оперативная память LPDDR4X на 6 или 8 ГБ или 12, внутренняя же UFS 2.2 на 128, 256 или 512 ГБ. Это, в принципе, неплохо для бюджетника. Вот то, что они в Pro такое же запихали, это, конечно, позор. Операционная система HyperOS на базе Android 14 версии, притом хочу отметить, что HyperOS первая здесь, что Android 14 версии, а не 15. То есть минус одна поддержка, потому что они могли бы на свежей прошивке все выгрузить, но они этого не сделали, притом и в прошке тоже. Обзор на нее был вчера. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, Bluetooth версии 5.3, 5G сетей и ниже. Датчик приближения, что удивительно, работает адекватно, практически всегда, хотя он здесь виртуальный. На канале для стримов мы минут 15 его мучили. В общем, он виртуальный, но нормально настроен. По поводу записи разговора без уведомления собеседника о начале записи, все зависит от региона. В глобалке обычно предупреждение есть, в российской версии нету и в китайской версии нет. Как будет у вас, как будут с новыми прошивками и что вы купите, это как бы вопрос. NFC-модуль в наличии, а вот eSIM нет. Но хочу отметить, что eSIM был в 14 Pro 5G. В данной модели GPS однодиапазонный, притом в каких-то моментах и в рекламе я читал, что он двухдиапазонный, но по тестам показывает однодиапазонный GPS, и это нехорошо. И так же, как и в 14 Pro, работает он не супер волшебно и вряд ли будет супер волшебно работать, потому что это МТК проц. Емкость аккумулятора 5110 мАч. PC-марки устройство выдало очень бодрые 8 часов 48 минут и 11 тысяч баллов. Заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания до 45 Вт в среднем за час с копейками, при том, что за 27 минут он у меня зарядился на 50%. Скорее всего, он будет заряжаться еще быстрее, но вот пока так. Беспроводную зарядку, как и биверсивную, разумеется, не поддерживает аппарат, так же, как и обходную. За 1 час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi уходит 4-5% заряда, в играх в среднем уходит 17-18. Повторяюсь, на канале «Польза стрима» мы гоняли его в PUBG. В обычном 60 FPS он, разумеется, там не показывает с минимальной графикой, но 30 показывает, и минут 20 можно приятно поиграть. А потом уже, конечно, играть не особо приятно, отваливается тач. С другой стороны, для минимальных игр его хватит. В тротлинг-тесте выдает Smart 269 гипсов, 262 в среднем и 241 минимум. Но это не удивительно, потому что здесь и греться нечему. То же самое касается Geekbench, 3D Mark и всего остального. Единственное, более-менее приличные данные здесь относительно. Это storage-тест на Antutu. Опять же, помним о ценовой категории данного девайса. Он показывает 52 тысячи баллов. Да, это не супер много,
много. И да, 470 тысяч баллов в Antutu — это мало, и вроде бы без запаса, но я, допустим, гонял и его, и даже версию уже Note 14 4G я купил. В принципе, адекватно. В оболочке работает все адекватно. Переходим к камерам. Основной сенсор на 108 мегапикселей с апертурой 1.7, оптостабом и разрешением для видеосъемки в 1080p 30 fps максимум. 60 fps недоступны. То есть это самое-самое дно, какое вы можете встретить сейчас в смартфонах. Ниже разрешения уже, мне кажется, нигде нету. В А-эшелонах точно. Далее сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2.2. Печальный, разумеется, бесполезный макросенсор. Затычка с апертурой 2.4. Фронталка на 20 мегапикселей с апертурой 2.2. Максимальным разрешением для съемки видео также 1080p 30 fps. Короткие примеры вы сейчас увидите, но отмечу, что на бумаге в Global по камерам дела обстоят лучше, чем в китайской версии. Добавили сверхширик, улучшили фронталку и основной модуль с тыльной части. Так, ну что, это как раз та камера, о которой лучше не говорить и не думать, но если зафиксировать съемку с двух рук, если снимать, более-менее прилично. Как-то супер волшебным это дело не назвать. Но, опять же, давайте 10 секунд. Я плавненько повожу. 1080p 30 fps. Мне кажется, если смотреть потом, собственно, с самого смартфона, картинка нормальная. Супер классно ее не назвать. По цветам передает, кстати, адекватно. Но с балансом белого вы сами видите, что происходит. То есть он периодически у нас сходит слегка с ума. Но, говорится, что есть. Пробуем зумировать. X максимум здесь 6. И что-то различимо мало. Если говорить про автофокус, отрабатывает довольно резко. Так, это я ему не помогаю. Вот. Еще. И не всегда, как мы понимаем, сразу. Да, иногда он не понимает, что от него хотят. Но я пальцем не помогаю. То есть уже более-менее алгоритмы работают. Хотя и плохо. С ультрашириком такая же история, только автофокуса здесь у него нету, разумеется, никакого. То есть как снимает, так и снимает. Насколько хорошо или плохо решает, разумеется, как всегда вам. Шикарно эту съемку не назову, но и ужасной назвать тоже довольно сложно. Более-менее адекватно все. И еще немного 1080p 30 fps уже в другой день. Стаб, конечно, никак. И вот фронталка с хорошим освещением. Роллинг шаттер присутствует. На то это и супер бюджетник. Основной модуль против солнца 1080p 30 fps. Вам 10 секунд хватит за глаза. Ультраширик и максимум 0.6. Ну и фронталочка в лифте — это, конечно, особая форма издевательства над смартфоном, над подобным, но снимает же. Ну что, 1080p 30 fps в движении. Я сейчас остановлюсь потом, и вы сможете смотреть. Рассеянный свет, с одной стороны противный, с другой стороны несложный для съемки. Но фотографии смотрите, потому что видео, конечно, 1080p 30 fps, вот такое ночное видео. Ну, как народ катается аккуратно. Какие спортивные залы. И не важно, какие спортивные залы, важно, как это дело снимают, да? И 1080p 30 fps. Съемка с двух рук, ночь. Вот если двигать супер медленно, плавно, все равно ночная съемка такое себе. То есть ночью лучше не снимать вообще ничего. Но, как говорится, все относительно. Вот так, если что-то в магазинах снимать, то, в принципе, камеры хватает. То есть все ясно, все видно, все понятно. А если остановиться, еще и ценники все видны. Никаких особых претензий нету к камере для социально-бытовых нужд. Ее хватает за глаза. Молочка здесь, конечно, безумно дорогая, но безумно качественная. То есть 45 рублей йогурт вот такой. И
такой, получается 120. Но он прям нереально крутой, как амолок. Больше люблю всего вот такие вот шоколадки, но они выходят 90 рублей, хотя на них очень часто распродажа. То есть вот это вот получается 60. Малыши по 15 граммов. Кстати, вот так блины жарят. 120, 120, 150 и 180 рублей. Выходят они. Здесь газовый баллон. Где-то. Никакого дополнительного освещения, как говорится, первый блин пошел. Если вы смотрите этот ролик и досмотрели до фотографии исходники, разумеется, в моей личной телеге, скорее всего, я еще их наделаю, подожду прошивки новые и поставьте лайк хотя бы за то, что я его топил, потому что вы будете знать, что не факт, что он у вас погибнет. Он у меня, кстати, не погиб в итоге. Через 3 часа все в порядке, в лотке из-под сим-карт нету ничего, никакой влаги. 24 мм основной модуль и фронталка. В принципе, видите, позади, разумеется, мыло. Динамический диапазон не фонтанный, но с другой стороны все смотрибельно. Вот, пожалуйста, фотография конфет. Если вы будете снимать днем, то большой разницы вы даже между флагманом и этим смартфоном не увидите. Я вот как раз про это и говорю, что там $150, и у тебя технически плюс-минус такой же смарт. Вот плюс-минус. Окей, ты там не сможешь распечатывать на билборд, а они тебе нужны, эти билборды, чтобы их распечатывать. Вот это вот рассеянный свет. Здесь ничего нормально бы не отработало. Никакой там iPhone, никто. Фронталка, да, у Samsung была бы лучше. Эту, допустим, фотографию, где фокус смартфона сделан на сам смарт, вряд ли. Это неудачная, в принципе. Если говорить про, допустим, фотографии зелени, ну, во всяком случае, он не сильно наврал с цветом. Плюс-минус очень близко. Это ультраширик. Что бы я ни говорил по поводу этого смартфона, ну, вот здесь слишком баланс белого перепутан. Здесь плюс-минус, кстати, реально, хотя и с деталями все довольно печальненько, но с другой стороны, в целом же от фотки ощущение нормальное абсолютно. Здесь хотя бы цвет правильный, то есть чуть-чуть может быть ярче. Чуть-чуть. Здесь мыло. Здесь прям лютейшее мыло. Это потому что ультраширик, но ультраширики мыло даже в смартфонах за 70 тысяч. Если какие-нибудь там объекты будете снимать, то же самое. Посмотрите, как он диод нормально сфотографировал. Вот он яркий пример того, что все смартфоны уже дороже $150 снимают более-менее, а дороже $300 вообще шикарно снимают. Так что ставим лайк за то, что это плюс смарта, или перестану топить и буду как все. Минусы — это непонятное ценовое позиционирование, потому что хотелось бы его, ну, максимум за долларов так 145. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Хотите помочь проекту? Подписывайтесь. Резюмировать я бы хотел довольно просто. 108 мегапикселей для фото. Ну, нормально фотографируют. Игровые возможности близки к нулю. Когда я говорю, я играл там час, об этом я 4 раза за ролик вспоминал, потому что я удивился, как он смог вывести. О тяжелых играх, не считая там Town Defense, можете забыть. То есть никакие там Геншины, еще что-то подсъема вам сделал, но там меньше 20 FPS, это вообще невозможно играть. Это не игровой смартфон, это не смартфон про видеосъемку однозначно. Что-то сможете подснять. Фотки можно делать, комфортное использование достаточно, чтобы серфить в интернете, плюс еще и сканер отпечатков пальцев в экране. Какие-то движения есть. IP64, ну а чего мы хотели, когда здесь есть мини-джек? Плюс еще не забываем, что здесь есть возможность расширения при помощи карты памяти. Так что все упирается в цену. Можно долго танцевать и рассказывать, что он никому не нужен, но нужен он будет. Приобретать его однозначно будут. Очень комфортный, простой девайс с AMOLED-экраном, ярким экраном, неплохим тачем, опять же, для обычного взаимодействия. Хорошей сборкой и нет у тебя ощущения, что это там третий эшелон. Да, можно тысячный раз сказать, что все линейки Redmi, что я купил, Android 14 версии, а не 15, в отличие от Poco X7 Pro, который по большому счету аналог Redmi Note 14 Pro Plus, и HyperOS первой версии. Но это уже все заметили, и это логично, то есть минус год поддержки, минус одно обновление для всей супер новой линейки. В этом смысле Redmi, конечно, очень
подлые типы, так же как и Poco, которая только Poco X7 Pro выгрузила с HyperOS 2, Android 15, а Poco X7 оно выгрузило на первом хайпере и на Android 14. Главное удивление, что это первый нормально откалиброванный виртуальный датчик. Он здесь виртуальный, но мы сравнивали Poco X7 Pro как раз на стриме по тому, как виртуальный датчик работает, и этот. Здесь как будто он физический, но он не физический, он виртуальный. Все равно какие-то глюки минимальные происходят. Понятно, его можно калибровать, но почему из коробки вот так не сделать? Poco. Ждем Poco M7, смотрим, что будет с ценами на этот девайс. Процессор интересный, что-то он там пытается. В целом, по сумме характеристик, как только эта штука будет $150, можно будет на нее смотреть. Девайсу за $150 плюс-минус от меня да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.